Друзья, всем привет! Предыдущее видео с чатом ГПТ набрало больше 150 лайков, и я, как и обещал, выкладываю следующую часть. Здесь мы уже будем работать с ордерами, будем выстраивать торговую стратегию и запускать нашего торгового бота на день в реальную торговлю. В конце видео я покажу статистику этой торговли, поэтому приступим, приятного просмотра. И сразу же скажу, значит, здесь мы добавили ключ стартовый объем. Так как когда мы записываем, отбираем плотность нашу, то мы записываем ее значение стартовое, а здесь текущее. И просто добавим с помощью чата ГПТ, естественно, такую функцию, чтобы если у нас уже есть цена в словаре, где есть эта плотность, то мы просто перезаписывали текущее значение плотности, а не все данные перезаписывали. Вот, и смотрели, сколько процентов от стартовой цены, от стартовой плотности осталось. И если осталось, например, меньше 33%, то мы убираем эту плотность из нашего словаря. Приступим, сделаем запрос. Копируем эту часть кода, ASCII и биды, и делаем запрос. Делаем такой запрос и ждем ответа. Так, мы получили ответ. Давайте скопируем его и сразу вставим. Так, сюда, сюда. Так, вставили, смотрим изменения. Значит, здесь у нас добавилось просто перезаписывание объема. Здесь проверка на... Давайте сделаем это поудобнее. Здесь проверка на сколько процентов от плотности еще осталось. И в случае, если у нас от стартового волюма осталось меньше 33%, то мы убираем данную плотность из нашего словаря. Точно так же должно быть и в бидах. Так, поудобнее. И да, вроде как ГПТ справился с этой, тут ничего трудного не было, и все окей. Так, давайте тут подвинем все немножко, а то оно как-то скривилось. Так, а теперь давайте добавим еще ключ сюда. Трейды. Это уже не буду просить через ГПТ, здесь буквально 2 слова добавить. Здесь пусть будет единичку добавим. Здесь мы будем смотреть количество трейдов именно в долларах, которое было совершено по этой плотности. Также добавим и во вторую часть нашу. Так. Делаем единичку, чтобы потом при делении нам не выдавало ошибку, что деление на 0 идет. Поэтому $1 особо никак не будет влиять. Так, и теперь мы будем здесь подсчитывать количество трейдов. Попросим об этом ГПТ. Делаем такой запрос. Говорим, что добавили такой ключ. И говорим, что хотим видеть. Смотрим, что ГПТ ответит. Так, получаем ответ. Копируем нашу функцию. Вставляем сюда. Смотрим, значит, trade value. Мы тут подсчитываем в долларах, что и как. Так, цену увеличиваем на quantity. И записываем. Так, опять оно кривенько вставляется. И здесь уже подсчитываем вот сколько прошло. И подсчитываем количество трейдов. Так, и теперь давайте сделаем так. То есть, если у нас трейдов прошло на 10% от начального значения объема плотности, то мы входим в сделку. То есть мы проверяем, сколько процентов проели, проверяем, настоящая ли это плотность, и в случае, если все окей, то входим в сделку. Попросим об этом чата ГПТ, делаем такой запрос и смотрим, что ответит нам чат ГПТ. Так, смотрим, ответ мы получили. Значит, вход какой-то добавлен, и по идее здесь что-то обновилось. Давайте посмотрим. Скопируем сначала эту часть кода. Так, здесь мы видим вход. Ага, тут подсчитываем проценты. Давайте опять это же подвинем. Вот так. И смотрим. Немножко не так сделал чат ГПТ, как я задумывал. Давайте попросим его это исправить.
он сделал как? То есть он от объема отнимает количество трейдов и потом уже считает от текущей плотности проценты стартового объема этой плотности. Это не совсем корректно. Давайте попросим все же количество трейдов, которые у нас трейдс, с ним и считать проценты. Так, делаем такой запрос. Пока ГПТ отвечает, предлагаю создать еще один файлик, где у нас как раз таки будет торговая стратегия. И здесь мы будем уже вставлять нашу функцию входа. ГПТ заканчивает. Так, давайте сразу возьмем эту функцию, сюда вставим. И посмотрим, как он изменил наши трейды. Поправим. Так, trade value, new volume. Так, все равно он отнимает сначала, а потом уже смотрит. Не совсем верно, потому что у нас другой же поток с плотностями, который также может менять то значение. Поэтому код наш сначала получит значение измененное, да, то есть new volume, а потом еще здесь он отнимет количество трейдов и получит некорректное число. Поэтому ГПТ не справился с этой задачей, и давайте это сделаем вручную. Это, в принципе, не сложно, но, возможно, я как-то не так описал это для ГПТ. А нет, я ошибся. То есть здесь у нас строчка... Зачем вообще? Эта строчка нам не нужна. New volume. Все правильно он посчитал, трейд перцентаж. То есть здесь у нас уже есть процент трейдов, который прошел. Все окей. И давайте смотреть, то есть если у нас больше 5 это значение, именно в процентах, то мы заходим в сделку. Enter Trade. Теперь мы сделаем импорт Trading Strategy, импорт Enter Trade. И здесь мы должны установить наш клиент вот этот, чтобы управлять ордерами. Сделаем все нужные импорты. Готово. Так, смотрим, что он здесь делал. Значит, количество quantity он поставил 1. Нам нужно указать символ и сайт в эту функцию. Site by, type market. Ну, в принципе, все верно. Биды мы покупаем, аски мы продаем. То есть торгуем в ту же сторону, что и плотность у нас стоит. Хорошо. Quantity. Так, давайте, ну ладно, укажем здесь quantity. Ну, пока пусть это будет значение 20, неважно. И давайте еще выводить данные о нашем ордере. Так, готово. Здесь оно помечает как ошибку, потому что у нас нету обработки, если у нас будет не биды и не аски. Но в нашем случае другого значения быть не может, поэтому здесь все верно. Так, что дальше? Вход мы сделали. Нам нужно обработать выход из сделки. Так, и дальше у нас два выбора пути. Либо мы делаем с user case stream, либо без него. User case stream — это мы подключаем ключ нашего аккаунта по API ключам, и мы видим все изменения наших ордеров, то есть выставление, закрытие, абсолютно все изменения можем улавливать и в прямом режиме, в прямом эфире применять сразу там какие-то действия. Но мы в этом видео не будем этого подключать, мы сделаем просто закрытие сделки take profit и все. Также выход из сделки у нас, если что, то есть в плюс мы будем закрываться take profit. В случае, если плотность, например, будут разъедать, плотность будет пропадать, мы будем выходить по маркету. Да, то есть сделаем запрос для GPT, что нам также нужно здесь выставлять take profit. Делаем такой запрос. Также я вспомнил, что нам же нужно будет делать округление цены, которое мы указываем
так как это строго нужно соблюдать, то есть там на фьючерсе на каком-нибудь символе будет округление до 2 знаков, где-то до 5 знаков, и нам нужно будет получить все символы, посмотреть, как по правилам биржи нужно округлять данный символ. Пока об этом забудем немножко и посмотрим, что нам выдал ГПТ. Возьмем эту функцию, вставляем. Так, здесь уже что-то не так. Так, а у нас небольшая такая ошибочка. Здесь у нас должен быть клиент с маленькой буквой, а не клиент, который мы импортируем. То есть важно, чтобы вот этот клиент был. Посмотрим. Ну да, он везде здесь эту ошибку сделал. Поэтому... Ну это неправильно. Так, и все равно оно подсвечивает. Говорит, такого нету. Поэтому давайте это исправим. Берем Take Profit Market. Также мы можем открыть документацию. И здесь посмотреть, что нужно для каждого ордера. Значит, здесь у нас все параметры, которые мы можем задавать для ордера. И написано, нужны ли они обязательно или нет. Значит, естественно, отправляем символ, по которому отправляем, в какую сторону будет ордер. Смотрим дальше тип ордера. Так, что нам еще нужно обязательно? Так, и посмотрим. Take Profit Market. Нам нужно указывать Stop Price. И вроде как все. Также мы можем, по-моему, указывать Close Position у нас. Ну да, мы можем указывать Close Position, чтобы закрывалось все полностью, вся позиция, не оставались никаких там маленьких объемов. И также закрывались остальные ордера. Давайте вот не через клиент вот так вот делать, а просто укажем Buy. Также у нас есть Quantity, Take Profit Price, все есть. Хорошо. Вроде никаких других параметров не надо указывать, поэтому давайте посмотрим дальше. Значит, 0.99 мы здесь указали и 1.01, если в лонг торгуем. Здесь нет никакого округления, поэтому при отправке данного ордера нам выдаст, скорее всего, ошибку округления. Поэтому нужно попросить чат ГПТ, чтобы он получил из запроса нужного количество знаков после запятой, которые мы можем оставить для этого символа. Делаем такой запрос и посмотрим, сможет ли он сам сделать, что нужно. Так, мы получаем ответ. Здесь у нас мы делаем запрос на получение всей информации. И здесь мы уже округляем и возвращаем все значения. Давайте просто скопируем весь код. Так, но опять же у нас здесь неправильно все указано. Давайте об этом скажем ГПТ, чтобы он это исправил. Сделаем такой запрос и попросим просто исправить такие ошибки. Получаем ответ. Сразу скопируем. Вставляем, смотрим. Sell, Market. Так, теперь все верно. Давайте, чтобы вот это не отвлекало нас никак, просто дадим им значения какие-нибудь. Order равно none. Что там он еще? Take Profit Price. Также none укажем. Оно в любом случае все изменится, просто чтобы не выдавало это как ошибку. Так, теперь у нас есть функция для округления. И теперь, по идее, не должно быть никаких ошибок с этим. Ордера вроде как мы правильно заполнили. Потом еще проверим их обязательно. И также давайте добавим выход из сделки.
А именно он будет у нас вот в этой функции с плотностями. А давайте еще сделаем словарь, в котором мы будем, или просто список, в котором мы будем отбирать все монеты, которые мы в данный момент торгуем. То есть создадим вот здесь trading pairs. Так, список, или давайте пусть будет список. И добавим его, естественно, передадим в наши функции. Так. Сделаем вот так и смотрим. Сюда мы тоже должны это передать обязательно. Так, handle Binance Trades, handle Binance Socket. Trades, handle Binance Socket, Binance Trades Socket. И у нас еще update Market Prices. В update Market Prices нам ничего передавать не нужно, поэтому туда мы передавать не будем. Уберем. И так. Еще раз. Handle Binance Socket передали. И в трейды тоже передали. Итак. Это пока ошибочка, но это не волюм. Потом вернем. Так. Так, и теперь мы должны добавить выход из сделки. Во-первых, нужно сюда добавить, если мы торгуем, то есть вот сюда мы передадим этот список. Сюда. И если мы торгуем, ну вот давайте даже не будем передавать. Не будем его передавать. Здесь сразу просто добавим append symbol. И все. Также здесь нужно попросить GPT, чтобы он добавил выход из сделки. Так, делаем такой запрос, говорим, что нужно сделать. Берем вот эту часть кода и вставляем вот сюда. Теперь нужно сделать импорт. И также исправить часть с асками. Опять поправляем. Окей, только я вижу ошибку, что если мы сюда войдем, как нам показывает чат GPT, то мы также и выйдем из сделки и установим еще один take profit. Задумку GPT я понял, но мы должны указывать, если следовать его задумке, мы должны указывать вход это или выход, чтобы он не ставил лишних take-профитов. Давайте опишем ему эту проблему. Описали ему проблему. Ждем же его решения. Ну, получили ответ. Значит, что он сделал? Он эту функцию не трогал входа, а добавил просто функцию выхода. Только с маркет-ордерами. Также давайте здесь укажем, чтобы не писалось это. Так, order none. И здесь у нас сделаем импорт не enter trade, а reverse trade. Также будем при выходе вызывать именно эту функцию.
Где здесь выход-то? Или я еще не исправил? Так, я, похоже, не исправил. Берем вот это. И сюда. Реверс. Поправим. Так. Что нам говорит чат GPT? Значит, если по бидам делаем ask. Хорошо, значит, здесь биды, здесь все правильно. Сайт, если сайт bids, то мы покупаем. Если ask, то продаем. Так. В случае, если мы торгуем ask, да, все правильно. Все правильно. Также, сейчас замечу про количество. Так как мы указываем 20, это имеется в виду 20 монет. Так мы задаем в параметр quantity. Поэтому, если мы будем торговать эфир, то он укажет 20 эфиров, а не 20 долларов. Поэтому нам нужно взять цену текущую и посчитать в количество монет преобразовать. У нас уже есть словарь со всеми ценами, который постоянно обновляется. Вот он. И отсюда мы можем взять текущую цену и посчитать. Так, получаем ответ. Теперь он передает дополнительный параметр в нашей функции. Давайте его тоже передадим. Также функцию выхода. Так, окей. И теперь нужно рассчитать все. Market prices. Так, здесь у нас этого словаря нету. Давайте передадим. Это функция trades. Вот сюда. Окей. Так, теперь мы должны здесь это все рассчитать. Он нам предоставил формулу. Current price. Так, и считаем. Он делает обращение через get. Это окей, значит, тут мы укажем quantity. И также нужно здесь округление, потому что оно поделит и получит число с большим количеством знаков после запятой. Нам также нужно округление, как и с ценой. Делаем простой запрос и ждем ответ. Так, получили ответ. Давайте скопируем просто эту часть кода. У нас не $, а просто quantity. И нужно добавить функции. Сейчас мы это сделаем. Добавляем еще функцию округления. И у нас теперь есть округление. Отлично. Так, ну и вроде как ордера готовы. Возможно, еще проверю их, протестирую. И если что-то будет не работать, я обязательно это покажу. Так, здесь нужно вернуть этот объем новый, что я удалял ранее. Возвращаем наш new volume для сигнала. И, в принципе, все готово. А здесь вместо пятерки я поставлю 7, чтобы 7% именно проедалось. Так, и еще важный момент, что у нас бот работает на фьючерсах, поэтому плотности поставим минимум 400 тысяч, так как там есть плечи, все дела. И наш бот не будет торговать спот, и отслеживать спот он тоже не будет, потому что у нас небольшой проектик. Естественно, если бы мы делали какого-то полноценного большого бота, то там было бы и торговля фьючерсов от спота и так далее. Поэтому пока мы запускаем на тесты нашего бота, и я внес небольшие изменения. Значит, здесь я делаю print, что выхожу из сделки. Здесь я делаю print, что вхожу в сделку, также указал время.
Добавил новый параметр в Take Profit, это Close Position True, чтобы закрывалась вся сделка, никаких хвостов не оставалось. И еще исправил ошибку с ценой Market Order, потому что я хотел брать цену из Market Order, исходя из нее уже высчитывать Take Profit. Но если мы делаем вход по маркету, то там указывается цена как 0. Поэтому берем из нашего словаря там, где есть все цены. Где-то здесь оно было. Actual Price, вот. Отсюда мы берем и потом с ней же считаем вот тут. Также я добавил выход из сделки у нас. Где-то тут было. Вот. Что мы закрываем все ордера при выходе. И также в асках. И также давайте укажем вместо $20 пусть будет 200. И где-то тут вот. И тут тоже 200. Также я здесь внес уведомление в Telegram, чтобы быть в курсе, когда оно мне присылает, когда бот входит в сделку. И добавил черный список монет, которые мне не нравятся, в том числе там есть и биткоин, и эфир, чтобы мы не торговали такие пары. Вот, и в сумме у нас там получилось 218 торговых пар, все фьючерсы. Вот, поэтому будем торговать. Друзья, если вы хотите, чтобы я написал бота по вашей стратегии для вас, напишите мне в Telegram. Я могу выполнить заказ по любой бирже. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я публикую любые анонсы о канале. Также там можно предложить идею для следующего видео. И также иногда публикую DEX-адреса, которые могут быть замешаны в инсайдерской торговле. Все ссылки в описании. Всем спасибо. Ну что, друзья, время фиксировать прибыль. Давайте обратим внимание на наши сделки, на комиссии, на каждый пунктик и разберем его. Видим, что у нас было много сделок совершено в минус. И их достаточно много за день. Вот. А почему же так было? Почему у нас столько входов и все отрицательные? Я думаю, все достаточно просто. Во-первых, да, небольшой проектик, все дела, и мы смотрели только фьючерсы и разбирали плотности от 600-700 тысяч долларов. Вот. Для фьючерсов это не так уж и много. Также у нас был только один фильтр входа, и это трейды по плотности. Я поставил, по-моему, 7% для входа, то есть мы совершаем 7% трейдов по плотности, от самой плотности, и тогда мы производим вход. Поэтому столько и входов было. Можно добавить еще какие-нибудь фильтры, там, связанные со временем, или черными списками и повторными входами в монету, ну и так далее, то есть зависит от стратегии. Также давайте обратим внимание, что у нас на комиссии вот этот столбик и вот этот столбик были, то есть по 20 центов. Так как у нас был вход по маркету, то мы отдавали максимально, то есть максимально давали комиссии. Если бы у нас был вход лимиткой, например, мы могли бы выставить лимитку на один пункт, отличный от плотности, тогда бы у нас вход в сделку не забирал столько на комиссии. И мы бы столько не набили, потому что, посмотрите, у нас, то есть там, где мы отстопились, то есть там плотность разъели и так далее, у нас производился выход. С учетом, если убрать комиссию, то у нас там вот минус 3 цента. То есть, если убрать комиссию, то в принципе мы бы не в такой минус и уходили бы. А из-за количества сделок мы на комиссии столько и набили. Такой момент. Также у нас было только две плюсовые сделки, по которым мы закрылись по Take Profit. Кстати, вы можете видеть, что здесь у нас 0.33, здесь 0.65. Я думаю, что это связано с округлением выставления цены Take Profit. Ну вот, потому что все выставлялось по одной формуле. И просто из-за округления по монете. Также были пара сделок, я наблюдал в стакане. В тот момент, когда бот заходил, могли закрыться там, ну, по-моему, еще, может, 2 в плюс. Но из-за того, что у нас конкретно стоял Take Profit в 1%, цена немножко не дотягивала, буквально там чуть-чуть. Вот, если бы мы там, например, торговали это, естественно, руками, или, например, мы раскидывали лимитки на закрытие, то мы бы могли фиксироваться хотя бы частично. Но так как у нас была очень простая программка, то у нас не было такого функционала. Также я в телеграм-канале своем опубликую каждый разбор сделки в плюс и разберу большинство сделок, которые были совершены, то есть в минус, выходы и так далее. Бот, в принципе, функционировал правильно, то есть быстро реагировал на какие-либо разъедания, трейды и так далее. Все это хорошо отрабатывало. Также хочу заметить, что данный бот, то есть 200 монет, он смотрел потоки на стаканы и на трейды, и стоял на моем сервере, который
по-моему, чуть ли не самый слабый, там одно ядро и 2 или 1 гигабайт оперативки, и все равно сервер смог это выдержать, поэтому достаточно неплохо справился чат ГПТ, и в принципе можно этого бота было бы доделать до еще там чего-то, добавить споты, и еще какие-нибудь фильтры с чатом ГПТ, естественно, это можно было бы сделать, просто опять же это время, ну и в принципе все. Вот. Достаточно неплохой результат. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, стоит ли продолжать данную рубрику, какие стратегии еще стоит реализовать с чатом ГПТ. И всем спасибо. Жду вашего фидбэка. Всем пока.